Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных континентов. Очень приятно читать ваши комментарии. Спасибо вам большое. Хочу напомнить зрителям, которые смотрят видео, не забывайте подписываться, ставить лайки и обязательно оставляйте комментарии. Итак, я сегодня к вам с ниточками, вот с такими интересными. Это хлопок. И с новым узорчиком. Напоминаю вам, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Вяжите из любой пряжи. Ну, а я в свою очередь рассказываю ниточка, с которыми сегодня работаю. И тот, и другой моточек это хлопок. Так, единственное, что здесь Ярнард фирма, а здесь Газал. Давайте по порядку. Разберем вначале ниточки Ярнард. В 50 граммах 165 метров находится. Так, по составу 50% акрил, 50% хлопок. Цвет, кому интересно, 417. Мне кажется, на камеру передается чуть светлее. Так, он чуть потемнее. И нам здесь советуют брать крючок производитель 3 миллиметра. Ниточки беленькие. Газал Baby Cotton. В 50 граммах 165 метров. И нам здесь советуют брать производитель крючок от двоечки до троечки, в зависимости от вашей плотности вязания, от вашего узорчика. По составу здесь хлопок 60%, а акрил 40%. Ну и получается цвет 34-32. То есть они практически идентичны. Попробуем из них связать интересный узорчик. Крючок я сегодня беру троечку. Так, вот такая вот троечка. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете инструкцию, аннотацию, какой вам рекомендуют брать крючок, подбирайте под свою плотность, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Я наберу 2 полных раппорта, это 24 воздушные петельки. Один будет раппорт неполный, буквально только лишь 11 петелек. Это получается уже 35 воздушных петелек. И по одной петельке справа-слева, для того, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого 37 воздушных петелек набираю я. Вы набираете, сколько вам будет удобно. Все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, делаем одну воздушную петельку. От крючка вот отсчитываем вторую петельку. 1, 2, во вторую петельку нырнули, вытянули ниточку и 2 петельки провязали вместе. Это столбик без накида. Далее делаем накид и в каждую петельку цепочки ныряем и провязываем столбики с накидом в количестве 11 штук. То есть это первый столбик. Далее идем по порядку. Каждую петельку цепочки это второй столбик с накидом. Далее третий столбик с накидом. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. 8, 9, 10 и 11. Как только вы провязали 11 столбиков с накидом, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. В цепочке пропускаем только лишь одну петельку и в следующую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом и так далее. Опять провязываем такие же 11 столбиков с накидом. То есть один мы провязали, осталось еще 10. Поняли, да? Как только провяжете 11 столбиков, опять 3 воздушные петельки, а в цепочке пропустите только одну петельку. И опять 11 столбиков с накидом, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? То есть вот такой у нас будет первый наборный ряд. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, у вас такая же красота получилась. Вот, несложно, да?
Вы сделали еще одну арочку из 3 воздушных петелек. Вот 11 столбиков с накидом. И заканчиваем ряд точно так же, как начинали. То есть в последнюю петельку, вот в эту, ныряем обычным столбиком без накида. Видите? И 2 петельки сразу же вместе. Раз. И провязали. Теперь смотрите, какая особенность. Я вот так вот делаю воздушную петельку и оставляю ниточку так, чтобы она у меня не распустилась. Теперь буду добавлять новый цвет, но обязательно я его начну именно с начала ряда, потому что у меня каждый ряд будет нового цвета. Ну, чтобы ниточку не отрезать, да? Вы можете отрезать, вы можете повторять так же, как я, то есть на ваше усмотрение. Итак, для начала беру беленькую ниточку. Я сделаю так вот петельку фиксации, чтобы моя ниточка никуда не делась, так, не распустилась. Далее, смотрите, я присоединяюсь, вот столбик без накида предыдущего ряда. Оп, вот так вот. Захватываю беленькую ниточку и вот так вот провязываю сиреневую и белую. Оп, все, я присоединилась. 5 воздушных петелек подъема. Раз, два, три, четыре, 5. 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого у меня получилось, что я набрала 7 воздушных петелек. Так, теперь смотрите внимательно. Отсчитываем в столбиках 6 столбик по верхушкам. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот он, 6. Делаем 2 накида. В верхушку 6 столбика ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем. Сейчас аккуратненько нырну. И провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Так. И так мы делаем еще 5 раз, чтобы у нас получилось 6 столбиков с 2 накидами. Итак, сюда же нырнули, провязываем 2 столбик с 2 накидами. 2 накида. Сюда же ныряем, провязываем 3 столбик с 2 накидами. Сюда же 4 столбик с 2 накидами. 5 столбик и 6 столбик. Все в верхушку одного столбика. Понятно, да? Есть. Теперь смотрите, какая особенность. Мы делаем 1 накид. И вот наш 6 столбик. Видите, да? Вот 6 столбик. Наша с вами задача получается вот так вот опуститься вот перед 6 столбиком. Видите? Вот так вот между столбиками 5 и 6 опускаемся. Вытягиваем ниточку на высоту нашего столбика с 2 накидами. Видите? Вот так вот. И когда вытянули, только сверху провязываем 2 петельки, 2 петельки. Это получается вот такой как бы вытянутый столбик с накидом. Раз. Накид. Опять сюда же ныряем, вытягиваем ниточку, подтягиваем вверх, провязываем сверху 2. Накид. Сюда же опять ныряем аккуратненько, вытягиваем ниточку до самого верха наших столбиков и провязываем только сверху столбиком с накидом 3. Нырнули сюда же, вытянули ниточку 4 и 5. Сделали так 5 раз. 6 столбиков у нас получается с 2 накидами и 5 вытянутых вот таких вот интересных столбиков с 1 накидом. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки и присоединяемся вот к нашей арочке из 3 воздушных петель и провязываем столбик без накида. Как вам? Угу. Идем дальше. Опять 2 воздушные петельки, 2 накида. Отсчитываем 6 столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6. В 6 нырнули, вытянули ниточку и провязываем 6 столбиков с 2 накидами. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. Сюда же. 5. И сюда же 6. А теперь точно так же, как мы здесь сделали вот такую вот ракушечку, накид. Опускаемся, получается, вниз между 5 и 6 столбиками. То есть не верхушку, а между столбиками.
Вытягиваем ниточку, подтягиваем до верхушки, там, где наши столбики, так? И только сверху провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Накид. Опять сюда же ныряем. Точно так же провязываем, вытягиваем ниточку и сверху провязываем второй столбик с накидом. Опять накид. Точно так же сюда ныряем. Вытягиваем ниточку, подтягиваем, провязываем третий столбик с накидом. Опять возвращаемся, ныряем, провязываем четвертый и пятый столбик. Получилась вот такая вот еще одна загигулька ракушечка, да? Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И присоединяемся вот к нашей арочке. Всё, у нас с вами получается еще одна такая же ракушечка остается. Давайте ее самостоятельно сделайте, да, потому что вы уже принцип поняли, несложно. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали третью ракушечку. Вот такая у нас по итогу картина. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же делаем 2 воздушные петельки. Так, и помните, мы делали в начале петельки подъема. Здесь мы сделаем столбик с 2 накидами. 2 накида. Ныряем в последний столбик без накида предыдущего ряда. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Стоп. На этом этапе мы переключаемся на сиреневую ниточку, потому что следующий ряд у нас будет сиреневой ниточкой. Так. Вот таким образом подтягиваем петельку. И последние, получается, 2 беленькие. Сильно не тянем, чтобы край не зажулькался, да? И вот последние 2 петельки можем провязать сиреневой ниточкой. Вот таким вот образом все, переключились. Беленькую подтянули. Все, сильно не тянем. Край зажулькается, будет некрасиво. Так очень красиво. Итак, теперь у нас по узорчику. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика ныряем, провязываем столбик без накида. Далее у нас идут 2 воздушные петельки. Раз, два, накид. Теперь смотрите, как провязываем все наши 11 вот этих вот столбиков. Смотрите, как провяжем. Захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Это рельефный лицевой столбик с накидом. Накид, следующий столбик точно так же аккуратненько взялись, вытянули ниточку и провязали. Второй столбик с накидом, рельефный лицевой. Третий столбик точно так же провязали. Четвертый столбик точно так же провязываем, рельефный лицевой столбик с накидом. Пятый. Переключаемся на столбики с 2 накидами, да? Точно так же провязываем шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11. Угу. Это получается у вас с одной стороны выглядят так столбики. Теперь мы перевернем и посмотрим, как выглядит с другой. Гляньте, как интересно подчеркиваются веерочки, да? Красиво? Красиво. С этой стороны они, получается, выглядят как рельефные изнаночные столбики. Красота. Идем дальше. Далее мы делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И перепрыгиваем, получается, вот наши арочки, арочки, столбик сразу же к следующему столбику. И провязываем точно так же, захватываем сзади наперед и провязываем точно так же 11 рельефных лицевых столбиков с накидом. То есть, если внимательно приглядеться, вы поймете, что мы повторяем самый первый ряд. Видите? Тут было 11 столбиков, и у нас 11 столбиков. Единственное, что они рельефные. Дальше 3 воздушные петельки, и у нас 3 воздушные петельки. Поняли, да? Все, давайте вот так вот до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши рельефные столбики. Все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем ряд. После последнего рельефного столбика сделали 2 воздушные петельки. Помните, мы здесь набирали петельки подъема, да, и петельки по узорчику. 2 петельки по узорчику воздушные пропускайте. Раз, два, и в третью петельку ныряем и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее у нас будет белыми ниточками ряд.
Так, поэтому воздушная петелька. Оставляем сиреневую ниточку, переключаемся на белую. Смотрите, я сейчас покажу особенность, как мы будем начинать с этого, получается, ряда, да, беленькой ниточкой. И если мы будем отрезать ее и провязывать с другой стороны, тоже расскажу. Итак, для начала мы, вот наш столбик без накида предыдущего ряда с сиреневой ниточкой, мы подтягиваем беленькую ниточку, но не сильно, чтобы не зажулькать край, да, аккуратненько, переключились на белую ниточку. Тут у нас, вспоминайте, получается, мы делаем в начале петельки подъема 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петельки по узорчику. Теперь 2 накида. И в столбиках наших отсчитываем 6 столбик. Помните, да, как мы делали веерочек? Итак, по верхушкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 6 ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем 6 столбиков с 2 накидами. 1, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4, сюда же мы делаем, а также 2 накида, 5 и 6. Далее накид. Помните, да, то мы сейчас с вами должны будем вернуться немножечко так вот вперед. То есть мы между 5 и 6 столбиком нырнули, вытянули ниточку, подтянули на высоту наших столбиков и только лишь сверху провязываем столбик с накидом. 1, 1. Накид. 2 столбик сюда же нырнули, вытянули ниточку, подтянули и провязываем точно так же столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки, 2 столбика. Помните, у нас здесь всего должно быть 5 столбиков. Накид. Сюда же опять ныряем, вытягиваем ниточку, подтягиваем. 3 столбик, 4 столбик, 5 столбик. Вот. Точно такой же веерочек, но видите, у него направление какое другое, да? То есть вот захлест здесь был с этой стороны, здесь захлест с этой стороны. То есть если вы хотите, чтобы у вас веерочек смотрел все в одну сторону, да, веерочки были, то получается вы должны будете начинать не с этого края, а продолжать с того края. То есть ниточку надо отрезать. То есть смотрите, либо вы отрезаете, либо нет. Если нет, то получается как у меня. Дальше, когда мы с вами сделали вот такой вот веерочек, мы с вами делаем опять 2 воздушные петельки. Присоединяемся вот к арочке сиреневого цвета. Вот она. Провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки, 2 накида. Отсчитываем 6 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И точно так же делаем веерочек. Понятно, да? То есть вот ничего сложного. То есть вы повторяете полностью весь белый ряд. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши беленькие веерочки опять готовы. Как вам? Видите, да, различие? Захлест в первом ряду с правой стороны у нас идет, а здесь у нас получается с левой стороны. Если вас это устраивает, то, конечно, хорошо. Если, повторюсь, нет, то вы просто отрезаете ниточку и делаете точно так же, как первый ряд. Итак, 2 воздушные петельки и заканчиваем наш ряд. 2 накида. Вот, ныряем в столбик без накида предыдущего ряда, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. Далее переключаемся опять на сиреневую ниточку. Опять же особенность какая, сейчас покажу вам. Мы вот так вот провязываем, все, переключились. Далее смотрите, вы либо присоединяетесь здесь, да, то есть ниточку не отрезаете, либо вы точно так же будете отрезать и повторять, провязывать рельефные лицевые столбики вот с этой стороны. Надеюсь, вас не запутала. Так? Мы сейчас провяжем по-другому, чтобы ниточку не отрезать. Воздушная петелька, поворот. Сюда же провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И у нас сейчас будет здесь картина какая. Рельефные должны быть столбики, правильно же? Мы провязывали в предыдущий раз столбики рельефные лицевые. Чтобы сохранить рельефность, мы здесь будем провязывать рельефными изнаночными. Накид. Смотрите, захватываем столбик самый первый спереди назад. Получается столбик за крючком. Вытягиваем ниточку, так, и провязываем как обычный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Понятно? Накид.
Второй столбик точно так же спереди аккуратненько назад, столбик за крючком, вытягиваем ниточку и точно так же провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть у нас картина получается точно такая же, как и здесь, да? А на обратной стороне, когда переворачиваем, вот они у нас рельефные лицевые. Понятно? То есть вы можете повторять за мной, сиреневую ниточку не будете отрезать. Ну, либо отрежете и повторите точно так же, как вы провязывали рельефные лицевые столбики. Все, и вот так вот шагаете, третий столбик. Дальше у нас идет четвертый, это рельефный изнаночный мы провязываем. Дальше у нас идет аккуратненько пятый. Дальше шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. И 11. Угу. Ведь все то же самое, картина та же самая. Если вам нормально, как бы удобно вязать, да, рельефными изнаночными, то вы так вот и вяжете. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И точно так же перепрыгиваем на следующий наш веерочек. И точно так же захватываем спереди назад. Получается, наш столбик находится за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Понятно, да? Все. Вот так вот получается. Давайте до конца ряда провяжем. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, что у нас получается. То есть, в принципе, да, практически все то же самое. Единственное, что у нас веерочки смотрят в разных направлениях. Все. А так мы с вами сохранили рельефность. Видите? Вот у нас получается вот так выглядит с одной стороны рельеф. И вот так вот выглядит с другой стороны. Понятно? Все. И как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же 2 воздушные петельки. И помните, да, мы здесь сделали 5 петелек подъема и 2 петельки по узорчику. Так вот, мы 2 петельки по узорчику пропускаем и в третью петельку ныряем, провязываем столбик без накида. Опять воздушная петелька и оставляем сиреневую ниточку, переключаемся на белую. Поняли, да? И здесь получается все то же самое. Вы присоединяетесь к столбику без накида, 2 воздушные петельки. И далее вы отсчитываете шестой столбик и начинаете провязывать вот точно такой же веерочек. Получается, веерочки в первом, в третьем, в пятом, да, в нечетных рядах будут у вас вот все такие. А в четных рядах вот такие. Если вас это устраивает, то вы продолжаете так и вязать и ниточку не отрезаете вообще. Если вам хочется, чтобы все было именно вот так вот одинаково, то вам просто придется ниточку каждый раз отрезать и будете продолжать вязать так же, как и провязывали самый-самый первый ряд. Точно так же касается и сиреневой ниточки. Вы можете продолжать вязать рельефными лицевыми, потом рельефными изнаночными. Если вас это тоже не устраивает, вы можете тоже сиреневую ниточку отрезать каждый раз и будете провязывать рельефными лицевыми столбиками. Ну как вам? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что будет очень интересно, классно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у меня получается красота. С одной стороны смотрим, да, обращаем внимание на веерочки, как они смотрят в разном направлении. Нравится вам или это не нравится. Смотрите, другая сторона, там, где видно четко рельефные изнаночные столбики. Видите? Вот опять же обращаем внимание на веерочки. Нравится ли вам, как они вот так вот располагаются, либо чтобы они все в одну сторону у вас смотрели. То есть фиксируйте данный момент. В моем случае вот так вот тянется из моих ниточек узорчик и вот так вот тянется. Берете ниточки потоньше, это может быть палантин. Берете ниточки потоньше, это может быть летние маечки, топики. Берете ниточки потолще, это могут быть интересные жилеточки, возможно, кардиганчики, да. Смотрите, не забывайте о том, что узор можно переворачивать, то есть веерочки могут смотреть не только вверх, но и вниз. Так? И придумывайте, куда можно применить данный узорчик. Узорчик не новый, поэтому, возможно, кто-то из вас уже вязал данным узорчиком. Пишите в комментариях, что вязали, нам будет интересно. Если не вязали, подбрасывайте идейки, какими ниточками и непосредственно где можно применить данный узорчик. Угу. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, да, мой крючок. 37 воздушных петелек у меня сегодня было. Это 17,5 сантиметров. И тут получается у нас первый ряд наборный, да, потом веерочек и обвязка веерочка, так скажем, да, 2 ряда.
4, 6, 8, ну и первый получается 9. По самой высокой точке замерим. Это получается вот 10 сантиметров. Вот, как вам? Интересно? Я думаю, что да, в копилочку ваших узорчиков. Ну и что он такой дырявчатый, да? Согласитесь. Зато будет интересно что-то дополнение, что-то придумаете. Угу. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите в удобное для вас время. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.